Всем привет! Сегодня мы приготовим пиццу в печи, итальянскую и Чикаго-пиццу. Андрей специально для видео построил печку, кстати, за 3 дня. Какой молодец! Сначала он сделал основу из облицовочного кирпича, а затем из шамотного, то есть огнеупорного. Затем вырезал из пенопласта полусферу и с ее помощью выложил сначала заднюю стенку, а затем всю арку, оставив отверстие для дымаря. И уже через сутки можно разжечь огонь. Пока Андрей занимается огнем, я подготавливаю компоненты для пиццы. Начнем с традиционной итальянской пиццы. Сначала сделаем опару, чтобы активизировать дрожжи. Берем 100 мл теплой воды, добавляем 1,5 чайной ложки сухих дрожжей, немного муки и все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и отставляем в теплое место на 15 или 30 минут в зависимости от температуры до тех пор, пока не образуется пена. Теперь просеиваем 1,5 стакана пшеничной и четверть стакана кукурузной муки. Кладем щепотку соли и перемешиваем. Затем в готовую опару добавляем 1,5 столовой ложки растительного масла и еще 150 мл воды. По желанию можете добавить чайную ложку сахара. Объединяем две массы и замешиваем тесто. Еще один классный проверенный рецепт для пиццы вы найдете по ссылке вверху. Далее в тарелку наливаем 1 чайную ложку оливкового масла, формируем шарик и обмакиваем его в масле со всех сторон. Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте, нужно приблизительно градусов 30. Когда тесто увеличится вдвое, вымешиваем его еще раз и отправляем в холодильник на 1 час, но лучше на ночь. Сейчас летний сезон, грех не приготовить соус из свежих томатов. Берем полкилограмма помидоров, делаем крестообразный надрез, заливаем кипятком на 15 секунд и легко очищаем кожуру. Ароматные томаты перебиваем в блендере. Добавляем щепотку соли, 2 чайные ложки орегано и все перемешиваем. Выливаем соус на сковородку, а когда закипит, томим его на медленном огне 15 минут. В охлажденный соус добавляем базилик и 1 столовую ложку оливкового масла. Готовое тесто раскатываем с помощью рук как можно тоньше. Прокалываем дырочки, выкладываем соус и распределяем по лепешке, оставляя свободным край. Затем посыпаем тертым сыром. Нарезаем очищенные помидоры кольцами и кладем на пиццу. Чем их больше, тем вкуснее. И последний штрих. Натираем немного пармезана и отправляем в печь на 5 минут. Если будете готовить в обычной духовке, то сначала выпекайте отдельно коржи 3-4 минуты, а затем с начинкой еще минут 5 при максимальной температуре. Для равномерного приготовления в печи пиццу необходимо несколько раз покрутить. Моя самая любимая пицца, где много сыра и базилика. Поэтому натираем сверху еще грамм 100 моцареллы и отправляем в печь. А какую пиццу любите вы? Делитесь в комментариях. Поднимаем пиццу вверх печи на 15 секунд, чтобы быстро расплавился сыр и получилась хрустящая, зажаренная корочка по краям, как у настоящих пиццайоло. Мужчины в нашем доме обожают пиццу, где есть мясо, особенно ветчина. Еще сверху обязательно выкладываем зеленый базилик. По моему мнению, он должен быть в каждом кусочке, так как именно свежий базилик подчеркивает идеальный вкус пиццы. Что бы я улучшила в этой непревзойденной и вкуснейшей пицце? Раскатала бы тесто в 2 раза тоньше и покрыла бы всю поверхность сыра помидорами. А так все супер идеально!
Еще один удачный рецепт – Чикаго-пицца. Один из ее вариантов больше напоминает пирог, чем лепешку, и выпекается в железной сковороде или в форме для запекания. Помимо обычной пшеничной муки, тесто для Чикаго-пиццы может содержать кукурузную муку и пищевой краситель, который придает корочке отчетливый желтый оттенок. Замешиваем тесто, как в первом варианте, но с небольшими изменениями. Поднявшееся тесто вымешиваем, кладем на стол и раскатываем. Затем берем 25 грамм мягкого сливочного масла и смазываем, оставляя нетронутыми края. Скатываем тесто сначала в трубочку, а затем закручиваем еще раз, собираем в шар и отправляем в холодильник минимум на 1 час, а в идеале на 5-6 часов. Пришло время для фирменного соуса. Измельчаем в блендере сначала полкилограмма очищенных помидоров, а затем 1 луковицу и 2 зубчика чеснока. Затем на растительном масле обжариваем лук с чесноком, выливаем томат, добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку орегано. После закипания томим соус на медленном огне 15 или 20 минут. В охлажденный соус добавляем свежие листья базилика и все перемешиваем. Еще для Чикаго-пиццы нам потребуется свежий фарш. Приправляем его солью и перцем. Охлажденное тесто делим на 2 части и раскатываем очень тонко. Форму для запекания смазываем растительным маслом и с помощью скалки переносим на нее тесто. В Чикаго-пицце начинка собирается в перевернутом виде. То есть на тесто выкладывается сначала 300 грамм сыра моцарелла или чеддер, затем идут различные варианты мяса, у нас это фарш. Вы можете все залить соусом и отправить в духовку на 30 минут при температуре 220 градусов. А можете раскатать еще 1 тонкую лепешку и покрыть пиццу сверху. Теперь делаем несколько проколов в тесте, заливаем ароматным соусом и натираем пармезан. Пицца готова отправиться в печь. Несколько раз ее крутим, чтобы равномерно прожарить со всех сторон, и через 15 минут вытягиваем. Ждем, пока она остынет, и вынимаем из формы. Только разрезав эту пиццу, мы понимаем, что начинку можно же было увеличить вдвое, чем в принципе и славится традиционная пицца Чикаго. Огромное количество сочной начинки, хрустящая по бокам корочка, мягкое тонкое тесто внутри и кисло-сладкий соус из ароматных помидоров подарят вам совершенно новый вкус, не похожий на привычную нам пиццу. Если вы любите пиццу так же сильно, как и мы, то, думаю, мы найдем общий язык. Не забывайте подписываться, лайкать и делиться этим видео в своих соцсетях. Не зря же говорят, что хороший ломоть пиццы ничуть не хуже дорогущего обеда в ресторане. У нас в ближайших планах видео 3 топ-блюда от подписчиков. Ждем от вас помощи, поэтому пишите в комментариях свои идеи и четкие названия блюд. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!